Внимание, это не провокация. По данным советской разведки, каждый лайк ослабляет Третий рейх, а комментарий приближает нашу победу. Центр особо отметил: подписка на канал равносильно успешной операции в тылу врага. И запомните, через 1 минуту этот ролик нужно обязательно пересмотреть. Штирлиц сидел за столом, задумчиво глядя на карту, изрисованную цветными карандашами. Он выждал несколько секунд, прежде чем нанести на карту очередную метку. Неправильную. Ведь только так можно было убедиться, что следующая будет правильной. Квартира на 5-м этаже старого дома в центре Берлина была тесной, но уютной. В таких местах нельзя было позволить себе делать ошибку ни в делах, ни в словах, ни в поступках. Но для Штирлица эта игра была важнее всего, и ошибки были частью игры. В двери тихо постучали, и вошел Мюллер. На этот раз его лицо выражало нечто большее, чем обычная самодовольная уверенность. «Штирлиц», — сказал он с излишним спокойствием, которое выдавало скрытую тревогу, «мне кажется, ты что-то не так делаешь. В этот раз ты перестарался с деталями. Ты уверен, что не ошибаешься?» Штирлиц взглянул на Мюллера и, не поднимая глаз, продолжил делать метки на карте. «Мюллер», — ответил он наконец, — «ошибка — это не что-то плохое, это шаг к совершенству. Чтобы узнать, как делать что-то правильно, нужно сначала понять, как делать это неправильно». Мюллер медленно подошел к столу и взглянул на карту. Он ощутил легкую дрожь. Линия фронта была нарисована слишком далеко от предполагаемой реальности. Это явно не так, как должно быть. Ты что, в самом деле решил оставить все на удачу? Или у тебя есть план? Штирлиц поднял глаза. Он был непроницаем, как всегда. План, Мюллер, это всего лишь набор шагов. Эти шаги могут быть ошибочными, но зато они могут привести к правильному результату. Так устроен мир. Понять, как не надо, гораздо проще, чем понять, как надо. Ты ведь сам знаешь. Мюллер ухмыльнулся, но в его взгляде мелькнула тень сомнения. Он не мог понять, зачем Штирлицу нужно так заигрывать с ошибками. Ты говоришь как философ, Штирлиц, но разведчик должен быть прагматичным. Ошибки — это опасно. Каждый шаг может стоить жизни. Штирлиц в ответ ничего не сказал. Он знал, что его планы всегда сложные и многослойные. И часто они начинались с того, что он осознанно делал все неправильно. Иногда это даже спасало его жизнь. «Хорошо», — Мюллер, решив не продолжать спор, садясь на стул. «Давай проверим твой неправильный план. Давай сделаем так. Я пойду первым. Поскольку ты, как всегда, приверженец экспериментов, ты будешь проверять, что из этого выйдет». Штирлиц пожал плечами. «Иди, Мюллер. Только не забывай, что ты тоже можешь ошибиться. А я буду наблюдать и делать выводы. Порой ошибку можно сделать очень эффективно. К тому же, если мы сделаем ее вместе, у нас будет шанс ее исправить. Все равно это всего лишь первый шаг». Товарищи зрители, как истинный штандартенфюрер СС и советский разведчик, я дважды рекомендую поставить лайк, комментарий оставить под видео, а не в центр, и подписаться на канал быстрее, чем Мюллер поймет, что я Исаев. Штирлиц внимательно следил за действиями Мюллера через окно. Тот уверенно двигался по пустынной улице, направляясь к заброшенному складу, где, по информации, должны были находиться важные документы. Он был полон решимости и самоуверенности, как всегда, но Штирлиц знал, что Мюллер сделает ошибку. И эта ошибка, по его расчетам, должна была привести к их успеху. Штирлиц дождался, когда Мюллер приблизится к двери склада, и, не выдержав, решился вмешаться. Он прошел к соседнему окну, аккуратно открыв его, и сделал едва заметный жест рукой. Это был сигнал для своего агента, который наблюдал за складом с другой стороны. Мюллер, не заметив этого движения, продолжал уверенно двигаться вперед, но его действия были слишком поспешными. Он открыл дверь склада без предварительного осмотра и не проверил, нет ли у входа ловушек или охраны. Простой и очевидный шаг для любого разведчика — осмотреть территорию, оценить риски, действовать осторожно. Но Мюллер был слишком уверен в себе. Штирлиц усмехнулся про себя. Он знал, что после этой ошибки Мюллер быстро научится, как нужно было действовать. Но самое важное было другое. Штирлиц предугадал, что из этой ошибки он сможет извлечь выгоду. Вдруг раздался тихий шум.
Дверь склада захлопнулась, и Мюллер оказался внутри. Штирлиц, не теряя времени, сообщил агенту, чтобы тот поспешил блокировать выход с другой стороны. Спустя несколько минут Мюллер вышел из здания, и на его лице явно читалось недовольство. «Штирлиц, ты знал, что я ошибусь, не так ли?» — спросил Мюллер, бросая на него быстрый взгляд. Штирлиц только улыбнулся и кивнул. «Ошибки — это не конец, Мюллер. Ты, возможно, и открыл дверь раньше времени, но ты не учел, что для этого я подготовил запасной план. Теперь ты точно знаешь, что нельзя действовать поспешно, и в следующий раз ты будешь более осторожен. Главное — не бояться ошибаться». Мюллер фыркнул, но в его глазах появилась искорка понимания. «То есть твоя цель была не просто поймать меня в ловушку, а заставить меня ошибиться, чтобы потом научиться?» Штирлиц спокойно ответил: «Точно. Иногда нужно ошибаться, чтобы потом понять, как действовать правильно. Ты ведь сам сказал, это не конец. Это начало». Мюллер молчал несколько секунд, а затем с невозмутимой улыбкой сказал: «Ну что ж, ты опять оказался прав. Я все понял». Штирлиц уселся в кресло и лениво откинулся назад. «Трудно поверить, но я и не сомневался в этом, Мюллер. В моем досье есть список тех, кто еще не подписался на канал. Их судьба решится на допросе в гестапо. Но у вас есть шанс. Лайк, комментарий и подписка смягчат ваш приговор. И помните, я слежу за каждым вашим кликом». Мюллер долго молчал, потом засмеялся. «Штирлиц, ты настоящий мастер игр. Ты говоришь как философ, но при этом всегда достигаешь своего. Я думал, что у меня все под контролем, но теперь вижу, что все было гораздо сложнее». Штирлиц тоже улыбнулся. «Жизнь — это не шахматная доска, Мюллер. Мы не можем знать все ходы наперед. Иногда нужно научиться не бояться ошибок, потому что они могут быть важной частью нашей победы». Мюллер задумчиво кивнул. Он еще не был готов согласиться с Штирлицем, но одно понимание пришло. В этой игре ошибаться все-таки нужно, чтобы в следующий раз стать сильнее. Так они и продолжили свою игру. Не столько как враги, сколько как два мастера, которые учат друг друга искусству жизни. Ошибки и успехи переплетались в их занятной игре, где каждое неправильное решение было важной частью общего плана.